Блин, там было столько прикольных вариантов, но я никак не ожидала вот это. Впервые занимаюсь тем, что буду домешивать себе цветную тушь. Господи, как же я странно выгляжу. Ну, говно случается, с кем не бывает. На сперматозоиды из глаз. Сегодня я решила поэкспериментировать, и каждым этапом моего макияжа будет управлять рандомный поиск в интернете. Каждый этап макияжа, будь то макияж глаз, губ, брови, румяна, я буду забивать в поисковой строке в Pinterest и повторять на своем лице то, что я увижу на картинке, которую я выберу не глядя случайно. Мне кажется, сегодня будет очень интересно, и макияж получится мега странным, хотя кто знает. Ну и, конечно же, поделюсь с вами всеми продуктами, которые буду использовать. А то вдруг вам тоже захочется какой-нибудь подобный элемент повторить. Всем привет, с вами Лена Ягермис, и на моем канале много интересных и полезных видео о макияже, стиле и обзорах косметики. Я огромный фанат креативных макияжей, но иногда бывает такое, что ты просто просыпаешься и у тебя тупо нет вообще никаких идей. Обычно я в таких ситуациях обращаюсь к своему мужу, чтобы он назвал какой-то определенный цвет или сочетание, поэтому я уже делала макияжи, вдохновленные золотым баклажаном, мазью от болей в спине и шампунем от перхоти. Кстати, расскажите в комментариях, откуда вы берете идеи для создания образов, если у вас их в какой-то момент нет, а делать что-то надо. И недавно я наткнулась на вот такой ролик от известного визажиста Эми Компс, где они с подругой рандомно выбирают свои макияжи в Pinterest. И я тоже захотела все это попробовать и повторить, потому что у девчонок получилось, очень прикольно. Хочется верить, что получится у меня красиво, но, вероятно, получится какой-то полный трэш, потому что я не исключаю, что мне сегодня попадутся какие-нибудь, например, кринжовые брови в виде елки. Так что буду сегодня надеяться на силу рандома и силу удачи, которой у меня обычно нет. Но перед тем, как начать, поддержи это видео лайком, подпиской и комментарием, чтобы помочь продвинуть мои ролики на просторах ютуба. Я уже нанесла на лицо тон и сделала контуринг, чтобы хотя бы лицо у меня выглядело адекватным. А то вдруг бы мне попался какой-нибудь зеленый контуринг. Шреком и Аватаром сегодня не особо хотелось быть. Окей, Pinterest. Я ввела запрос на креативные румяна в Pinterest, и сейчас я буду не глядя выбирать. Глаза я, если что, закрываю. Стоп. Не удается найти эту идею, попробуйте поискать позже. Ты чё, охренел, что ли? Да, это оказалось немного сложнее, чем я думала, ткнуть на нужную картинку. Но мы продолжаем. Так, надо что-нибудь интересненькое выбрать. Если бы я еще видела, куда тыкать, тыкнулась. Тут нет румян. Что за фигня? Я не думала, что это будет так долго и сложно. Окей, допустим... Стоп. Что? Боже мой. Я надеялась на что-то нормальное, но никак не на это. Короче, у нас здесь фиолетовые румяна с облачками, которые будто типа всему лицу. Трэш. Блин, там было столько прикольных вариантов, но я никак не ожидала вот это. Ладно, окей. Кстати, фиолетовые румяна сейчас в тренде. У меня уже было классное видео о том, как я адаптировала самые трендовые макияжи по версии Pinterest. Да уж, ради такого пришлось даже челку подзачесать. Нахрена я ее мыла с утра, непонятно. Возьму сначала вот такие красивые румяшки от Flower Nose. Они на самом деле такие практически не пигментированные. Блин, это тут девушки румяна, они где-то вообще вот в этой области. Я сначала вот эти румяна нанесу, а потом возьму какие-нибудь тени более пигментированные и бахну их вторым слоем. Это я скорее так, чтобы просто тушевочка была красивая в кожу. На носу у нее еще этот фиолетовый, могла бы контуринг не делать тоже. Теперь возьму вот такую палетку от Beauty Bomb, которая у меня уже видавшие виды, и попробую вот такой сиреневый оттенок. Он, в принципе, похож на то, что у нас на фото. Да-да, тот самый цвет синяка. Да, кстати, я не подумала, что это может выглядеть как синяк. Надо как-то это по пигментированию, наверное, навалить, хотя нет, все равно синяк. Я думаю, что начало этому трэшу вполне себе нормально так положено. А вот что у нас будет дальше, вообще я боюсь представить. Возьму сейчас пудру и немного пудры сглажу вот здесь границы. Сегодня снимаю, кстати, ролик на новый микрофон. Вернее, наконец-то я приобрела петличку. За что огромное спасибо всем тем, кто донатил мне на Бусти, потому что это мы сделали только благодаря вам. Так что пишите в комментариях, как вам такой звук. Надеюсь, что будет меньше эха. А если будет меньше эха, то моя комната будет меньше похожа на трэш. Потому что, чтобы снять более-менее с нормальным звуком, мне приходится на полы класть какие-то одеяла, подушки. На стенах у меня везде висят панели, которые ни хрена не помогают. Короче,
Короче, с эхом бороться очень сложно, и надеюсь, что новая петличка как-то со всем этим справится. Я хотела хайлайтер как-то отдельно искать, наносить, но я думаю, что сюда действительно фиолетовый хайлайтер подойдет, и лучше его сделать перед тем, как начать рисовать облачка. Возьму вот такой мой любимый цветной хайлайтер от KVD Beauty, вернее, тогда еще это было Kat Von D Beauty, но тут видно, насколько уже палетка видавшая виды. И нанесу сначала сюда фиолетовый. Он такой красивый, он просто мелкодисперсный, что мне нравится. И потом уже буду добавлять побольше блесточек. Под бровью тоже у девушки нанесено. Кончик носа над верхней губой и на подбородок. На спинку носа тоже немного добавлю, так выглядит чутка получше. И теперь возьму вот такой хайлайтер от Odensai. Он такой красивый, мультихромный, но на самом деле это просто гребаное напыление. И вот как раз это напыление я бахну сюда. Хочу еще побольше блесточек. Мне кажется, единственное, как можно использовать этот хайлайтер, как раз на каких-то фиолетовых макияжах, потому что сейчас я не вижу, что у меня от него остается полоса. А полоса от него остается действительно супер сильная. Господи, как же я странно выгляжу. Блестки, блин, по всему лицу. Ладно, давайте заканчивать с хайлайтером, сказала я и добавила еще. С хайлайтером как будто бы уже даже получше и не так это сильно похоже на синяк. Теперь мне как-то нужно на щеках нарисовать эти гребаные облачка. Я возьму вот такой белый карандаш от NYX. Понять бы, куда эти облачка идут. Пока что выглядит странно. Теперь карандашом начинаю эти облачка заполнять, чтобы они все же были белыми. Да, карандаш прям очень классно именно вот этот справляется, потому что карандаш мягкий, им прям даже можно тушевку вот так вот вниз увести. Главное этот карандаш потом тенями закрепить, а то он вообще ни разу не самофиксирующийся, и он отпечатывается везде как скотина. Честно, я думала, что это будет сложнее. Сейчас я, конечно, еще их подправлю. Я сначала возьму белые тени, вот эти вот, по идее, должны быть пигментированными. Дублирую тенями эти облачка. У меня облачко с моими порами. Классно. Ну и теперь можно взять белую подводку, я же возьму белый аквагрим и тоненькую кисточку и сделаю более четкими очертания облачков сверху. Я прям сразу той же кисточкой немного этот аквагрим растушевываю. Хочу вот такими какими-то серо-коричневыми тенями добавить побольше в эти облачка теней. Ну, просто, чтобы сделать их как будто бы пообъемнее. Только что-то у меня облачка начали превращаться в какие-то тучки. И у девушки здесь нарисованы какие-то звездочки, точечки. Давайте тоже это повторять. Была бы еще нормальная кисточка, цены бы не было. А то она у меня что-то... Я же мыла кисти. И где они все? Дотсером теперь наставлю рандомные точечки, звездочки типа. Ну все, вот такая история у меня получилась. Блин, теперь осталось это все сделать с другой стороны, но я, наверное, это повторю за кадром, чтобы видос не длился 1,5 часа. Ох, пожелайте мне удачи, надо как-то сделать это более-менее ровненько. One day later. Ой, ну вроде как даже получилось вполне себе миленько и прикольно, по крайней мере, если смотреть вблизи. Издалека я сейчас на камере вижу, что у меня просто лицо в белых пятнах. Ну и давайте теперь, наверное, выберем брови. И здесь, я так понимаю, тоже нам может попасться все что угодно. От каких-то трэшовых форм в виде волны могут попасться и цветные брови, и обычные нормальные, и нарисованные ниточки. Главное, чтобы не пришлось сегодня мои брови сбривать, потому что такой шанс у нас с вами тоже есть. Я ввела в Pinterest запрос под названием Creative Brows, чтобы вы понимали, там есть и такие варианты, и такие, и даже вот такие. Ну и давайте выбирать, надеюсь, что попадется что-нибудь нормальное. Ну давайте, не знаю, где-нибудь здесь пусть будет стоп. Я выбрала, короче, белые брови совершенно случайно. Конечно, хотелось бы что-нибудь поинтереснее, но здесь хотя бы у нас даже есть целый туториал, как эти брови делать. Ну, блин, я белые брови и без этого делаю. Ну, ладно, окей. Главное, что их не придется сбривать. Вот так у девушки выглядят брови. Ну, кстати, вот надо прям максимально что-то белое. Я возьму тот же самый белый карандаш. Кстати, эти брови, хотя бы они классно подойдут к макияжу. Я карандашом вот так вот прорисовываю форму. И кисточкой буду эту форму полностью рисовать, заполнять. У девушки на видео брови достаточно широкие получились. И я бы сказала, что они у нее даже больше прямые.
Вот, наверное, даже что-то такое больше по форме. Буквально недавно я осветляла брови перед Новым годом. Вот они у меня отросли, и вот опять я делаю себе белые брови. Спасибо, Pinterest. Хотелось бы, конечно, чего-то более креативного с бровями. Ну вот, я основную форму, в принципе, дорисовала. Осталось прокрасить это белой тушью. Моя любимая тушь это вот такая от B-Color. Блин, у девушки на видео так волоски хорошо прокрасились. У меня все же видно, что они здесь коричневые. Конечно, мое лицо выглядит еще более странно, но издалека реально смотрится норм. Вблизи я бы все же прошлась еще бы, наверное, жидкими тенями и одноразовой кисточкой. Так вот прям на руке все это дело перемешаю. Ну, как будто бы стало лучше, но не сильно. Дальше выбираем макияж глаз наконец-то. И сначала я хочу выбрать тени, а потом уже отдельно выберу подводку и какие у меня будут стрелки. И, вероятно, даже ресницы тоже буду выбирать отдельно. Давайте сначала введу запрос на креативные тени. Надеюсь, что будет что-то реально интересное и хоть чуть-чуть подходящее сюда, потому что если выпадет какой-нибудь легкий нюдик, то это будет скучно. Хотя, может быть, легкий нюдик только и сможет как-то спасти этот макияж. Ввела в поиске креативные тени и теперь ищу и выбираю что-то. Кручу, верчу, запутать хочу. Кринжовый макияж не хочу. Давайте мне что-нибудь сегодня сделаем крутое, так надо подождать. Я пока ничего не вижу и куда-нибудь надо тыкнуть. Да ну не тыкается, блин, как эти девчонки это делают? Я просто куда-то тыкаю и ни хрена не происходит. Наверное, самое сложное здесь это не вот эти безумные макияжи делать, а реально выбирать. Почему никто об этом не говорил раньше? И вот это, блядь, где-нибудь, куда-нибудь тыкнем уже. Давайте сюда. Так, и здесь у нас какой-то туториал. Так, это что-то фиолетовое, кстати, подходящее под то, что у нас есть. Я не видела, кстати, какой там макияж. Так, фиолетовая подводочка у нас тут, какие-то стрелочки. Вау, а красивый макияж. Реально. И у меня палетка от Beauty Bay есть такая же, зашибись. Но мейкап реально классный, и на удивление он сюда подходит, я в шоке. Так, сначала белый, потом фиолетовый, потом темный в стрелочку. Ага. Итак, беру вот эту большую розовую палетку от Beauty Bay Bright Matte и начинаю с белых теней. Подложки у девушки никакой нет, значит, у меня тоже не будет. У нее белые тени прям сюда куда-то на нос уходят. Блин, кстати, я ожидала, что тени будут в палетке матовые, а они какие-то сатиновые. Растушевываю границу чистой кистью. Теперь вроде бы она берет вот этот фиолетовый. А чё так плешиво? Вот вам пигментация хваленых теней от Beauty Bay. Я не знаю, что с ними не так. Давайте возьму какой-нибудь оттенок потемнее. Ну что-то как-то... А где? Я вообще этой палеткой пользуюсь, но не скажу, что прям часто. Я не так давно ее купила. Ну, вернее, купила давно, но у меня столько косметики, что до нее частенько руки не доходят. Но что-то с таким я сталкиваюсь впервые. И дальше у нас идет самый темный оттенок. Растушеванный вниз. Пипец, что с тенями-то вообще, а? У меня, кстати, бывает иногда такая проблема, что мне может нравиться какой-то продукт, но в какой-то момент я его беру, и он просто совершенно отвратительно на мне ложится. То есть это может быть продукт из разряда какой-то там мой любимый тон, который я использую уже там 3 месяца, и просто в какой-то момент он подчеркивает все шелушения, он делает кожу отвратительной, и также бывает с тенями. То есть бывают дни, когда тени не хотят наноситься вообще никак, и вот сегодня, видимо, такой день. Хотя макияж, по сути, элементарный, и как-то его заложать, ну, это надо быть мной. Вполне вероятно, у меня просто консилер к чертям собачьим уже успел высохнуть, пока я 100 лет это все рисовала. Поэтому я сейчас консилер обновлю и надеюсь, что к нему уже тени прилипнут, потому что здесь у меня просто какая-то плешь и голая кожа. Начну с фиолетовых теней от Beauty Bomb. Мне кажется, вот этот цвет, он больше подходит. Ну да, вот я их наслаиваю потихоньку, и сразу видно, что у меня цвет здесь насыщенный. Нормально он навеки закрепляется. Ну, говно случается, с кем не бывает. И теперь фигачу белый. И теперь, как я понимаю, мне нужно, я тут нормально так размахнулась, мне нужно взять консилер и вот так вот эту стрелку увести вниз, чтобы вот этой складки у нас как будто бы теней не было. И чуть не забыла, у нас вот здесь вот должно быть еще такое фиолетовое пятнышко.
Я уже по привычке чуть не стала повторять стрелки из этого макияжа, и потом только вспомнила, что стрелки-то мы делаем другие. Я ввела запрос на креативные стрелки, давайте выбирать. Надеюсь, это будет что-то прикольное. Ну, допустим, где-то здесь у нас будет стоп. Вау, смотрите, какие прикольные стрелки. Опять же, вот честно максимально с вами, я не читерю. А еще этой девушке прикольная сережка в виде ракетки с мячиком от жемчуга. Не, слушайте, я рада. Гармония есть в макияже, потому что я ожидала, что будет, полный пипец. Я думала, что у меня будут какие-нибудь разноцветные румяна, какие-нибудь там готические лютые глаза. Все это вперемешку с какими-то цветными тенями. И, короче, будет вообще не пойми что. А здесь у нас все вместе выглядит норм. Немного коричневых теней чисто для объема нанесу на нижнее веко. И подобная восходящая стрелка со стразами мне очень понравилась тем, что за счет нее, за счет вот этого возвышения у меня не будет макияж выглядеть грустно. Потому что сейчас это вот эти заниженные стрелки, это как-то, реально уныло выглядит. А у нас-то по факту не так все и печально. Сначала белым карандашом подчеркну слизистую. У меня это вот такой карандаш от B-Color. Мне такой черный и белый, оба нравятся просто максимально. Ну и теперь стрелки, получается, вот так вот полукругом они выходят из внутреннего уголка глаза. Что-то такое. Теперь делаю эту линию потолще. И следом у нас здесь идет такая россыпь страз и жемчужин. Нанесу сначала клей. К сожалению, у меня нет жемчужинок поменьше, поэтому буду работать с тем, что есть. Мимо. Еще раз мимо. Конечно, очень жаль, что не было у меня жемчужинок поменьше. Хотелось бы еще всю эту массу разбавить. Но, в принципе, опять же, это сюда очень даже подходит. Но все могут испортить ресницы. Потому что если у нас, например, будут какие-то зеленые, огромные, блестящие пучки, то это станет кринжом. Так что мне остается просто выдохнуть, ввести в поиске креативные ресницы и надеяться на то, что мне попадется что-нибудь нормальное. Так, давайте-ка, реснички. Будем что-нибудь интересное искать. Вы это увидите первыми. Допустим, где-нибудь здесь. Здесь у нас тоже идет туториал по макияжу. Кстати, макияж очень красивый. Ой, это, кстати, косметика Сода, значит, по-любому это какая-то девушка из России. Прикольно. И у нас здесь на фото такие очень маленькие реснички, которые такие бело-голубые. Наверное, я воспользуюсь для этого жидкими тенями. Блин, да что ж такое-то? Почему у нас все нормальное? Я в шоке. Все как-то слишком нормально, все слишком сюда подходит. Хотя бы они не фиолетовые, ладно. Добавим сюда еще какого-нибудь цвета. Впервые занимаюсь тем, что буду намешивать себе цветную тушь. И у меня есть вот такая вот ярко-голубая тушь от Beauty Bomb. Я ее прям вот так вот об руку себе смажу. И буду щеточкой вместе с белыми тенями намешивать. Да, смотрите, цвет реально очень похож на то, что у нас на фото. Я, конечно, думала, что у нас будут какие-то накладные ресницы, но почему бы и нет. И реснички здесь все направлены в бок. Попробую их также зачесать, сделать такой лисий взгляд. Хотя с такими ресницами, с белыми цветами у меня, вероятно, будет куцый взгляд. Слушайте, а мне нравится. По-моему, реснички прикольно разбавляют этот макияж. Но, конечно, издалека они не делают глаза какими-то большими, они их не выделяют на лице. Но вблизи, по крайней мере, в зеркале, это смотрится прикольно. И круто, что такие ресницы будут немного сочетаться с моими волосами. И образ реально будет выглядеть законченным. Если его, конечно, не испортят какие-нибудь кринжовые губы. Ну что, вот так вот, вау. Честно, неожиданный поворот событий. Слушайте, это реально выглядит мило. Я почему-то никогда себе не делала такие светло-голубые ресницы, и что-то я сейчас начинаю даже об этом задумываться. Обычно я люблю цветные ресницы, но я использую что-то более яркое, но вот такое обязательно буду еще пробовать. Конечно, посмотрим, как это сегодня продержится, учитывая, что там в основе также не только тушь, но и жидкие тени, но на ресницах реально выглядит как будто бы норм. Ну и, наконец, переходим к помаде. Надеюсь, она не заговнит этот макияж. И я хочу не просто какой-то цвет помады подобрать, но и найти какой-то креативный лип-арт. Может быть, это будет какое-то интересное лип-комбо. Ну, в общем, короче, хочу что-то интересное. А вот что будет по факту, сейчас узнаем. Блин, прикиньте, я нашла вот такие ресницы. Я чуть не выбрала эту картинку. Просто буквально тыкнула на соседнюю пальцем, потому что они вот они две были рядом. Блин, а круто те ресницы тоже выглядят.
они бы сюда тоже, мне кажется, подошли. Так, ну и я забила в поиске креативные губы. Знаете, что меня бесит в Pinterest? Тут есть реально вот некоторые фотографии, которые вот по любому запросу, они просто у меня здесь появляются. То есть я ввожу тени, ввожу макияж губ, макияж глаз, у меня все равно есть некоторые картинки, которые вот постоянные и там, и там. Ну и давайте выберем какие-нибудь губы, опять же, не глядя. Наверное, давайте здесь куда-нибудь. Так, я уже вижу, что там. Блин, я хотела повторить этот макияж губ. Как? Ну вот серьезно, вы посмотрите на эти губы. Они сюда, мне кажется, подойдут, потому что там тот же хайлайтер, вернее, те же блестки, которые у нас в хайлайтере. Блин, я хотела кринжануть. Почему? Почему вот все так подходят друг другу, а? Я очень зла, что так получается. Но вот получится ли у меня сделать такой макияж губ, сейчас попробуем. Я обычно лип-арты себе делаю редко, потому что с моими проблемными губами все подобные арты выглядят немного не очень. Но я попробую. Все как-то слишком у нас с вами красиво. Потому что, надеюсь, у меня получится. Для начала беру темный карандаш. У меня это карандаш Paris Stay Nude, оттенок 705. И я думаю, сначала просто очерчу контур губ. Ровно? Надеюсь, что ровно. Теперь мне нужно от контура, получается, затемнить сначала вот эти края. И я возьму вот такой вот темный карандаш от NYX, добавлю его тоже по краям, потому что он чутка темнее. И это добавит такой красивый градиент. И сразу же кисточкой буду все это дело тушевать. И на все губы я хочу нанести вот такую помаду от Beauty Bomb. Она такая пыльно-розовая. Я просто хочу выровнять свой цвет губ и немного их увлажнить. И сразу же сделаю такой градиент этой помадой. Вот так, теперь она мягко и плавно уходит в карандаш. Карандашом от NYX я добавляю еще немного темноты по краям. Я, если что, тоже не знаю, что делать. Буду просто пробовать. И теперь этим же карандашом, получается, ухожу вот сюда вниз. У меня, к сожалению, не такие пухлые губы, как у автора этой работы, и не настолько хорошо все эти линии будут заметны, но я очень постараюсь сделать это нормально. Сказала я и вышла случайно за контур. Ну да, классика. Вот я смотрю на этот макияж в экранчике на камере, и вроде как выглядит реально похоже на то, что должно быть, но вблизи мне как будто бы не хватает насыщенности оттенков. Вероятно, я сейчас все испорчу, но я возьму вот такую помаду от Beauty Bomb. Она совсем вот в таком темном оттенке, но он не черный, он больше уходит в баклажан. И я совсем чуть-чуть буду набирать его на кисточку и проходиться по границе, немного ее затемняя. Главное не разговаривать в этот момент, извините. Но мне кажется, что это мой максимум с моими губами сложными, поэтому дальше буду наносить блеск. У меня есть вот такой розовый дохромный голографический блеск от NYX. Вот такая вот красота. Правда, судя по запаху, мне кажется, он немного просрочен. Блин, надо как-то этот блеск нанести супер аккуратно, чтобы не смазать эту картину, а блеск он какой-то слишком густой. Я боюсь, что если я так нанесу, у меня все к хренам смажется. И случилось то, что я так боялась, как будто бы блеск все на себя берет, потому что он еще с розовым в составе. Давайте возьму вот этот блеск от Essence, он в принципе похож, только там такая более-менее прозрачная подложка. Да, вот это то, что нужно. Он дает те же самые дохромные блестки, только, как видите, рисунок остался заметен на губах. У меня уже рука превратилась в палитру тут с этими макияжами. Звери решили подраться за дверью, класс. Ну, вблизи как будто бы то самое. И я еще, наверное, бахну на губы хайлайтер, чтобы еще больше было этих блесточек. Нет, не настолько много. Черт, я переборщила. Ну, вроде как издалека это выглядит похоже. Так что ладно, окей, допустим, справилась. Если не справилась, напишите мне об этом в комментариях. И вот такой интересный, необычный макияж у меня получился. И в целом весь образ выглядит законченным. Хотя я бы даже сказала, что немного конченным, потому что вот эти вот штуки похожи на сперматозоиды из глаз. Ну и про все остальное издалека тоже я много что могу сказать. И этот макияж мне подходит под маникюр. Серьезно? Как так?
Я в шоке, потому что последнее, что я ожидала от этого образа, что он будет как-то завершен и гармоничен вместе. Я не думала, что получится так, что каждый элемент будет в макияже под другой подходить. Конечно, я бы сделала чуть меньше элементов, потому что как-то очень много всего, и все это бросается в глаза. И не скажу, что с таким макияжем я бы куда-нибудь бы пошла. Издалека, вот я смотрю, выглядит плохо, очень плохо. И в основном всякие подобные креативные макияжи с рисунками, они выглядят хорошо вблизи, на фотках и так далее. Я вот рассматриваю то, что получилось, оно действительно очень мило, очень гармонично. Я бы, вероятно, даже сделала бы фотку в этом образе, куда-нибудь бы ее выложила. То есть это как будто бы выглядит даже не зашкварно. Короче, спросила я мужа, как ему такой образ. Он сказал, что макияж у меня впервые за все время выглядит реально уродским, и нос увеличился раза в 2. Вот такая вот шикарная рецензия. Я ожидала худшего, честно скажу, но в любом случае это было очень интересно посмотреть и попробовать разные макияжи, которые я бы, вероятно, никогда бы в своей жизни не захотела бы повторить сама. Ну и, кстати, губы, например, у меня действительно давно лежат в сохраненках, и такой макияж я хотела повторить, но все как-то не удавалось, а тут вдруг, пожалуйста, настало его время. Пишите в комментариях, откуда идеи для макияжа берете вы и куда бы вы с этим макияжем пошли. Давайте вместе поржем. А на моем канале все еще много полезных видео о макияже, стиле и обзорах косметики.